Ветер выл подобно раненому зверю, хлестал по лицу колючими снежными иглами. Арктика не прощает ошибок, не прощает самонадеянности. Она взимает свою цену с каждого, кто осмеливается нарушить ее ледяной покой. Уильям Картер застегнул последнюю пуговицу термокостюма и взглянул на искаженное метелью небо. Солнце едва угадывалось сквозь плотную серую пелену. Тусклый размытый круг, не дающий ни света, ни тепла. Рация в кармане затрещала. «Доктор Картер, вертолет готов. Пора выдвигаться». Он коротко подтвердил получение сообщения и бросил последний взгляд на временный лагерь экспедиции. 6 теплоизолированных палаток, 2 снегохода и группа усталых ученых. От их действий теперь зависело выживание всего человечества. Как же все это началось? Картер помнил каждую деталь, хотя порой ему казалось, что все произошедшее за последние недели было лишь странным лихорадочным сном. Конец ноября 2024 года выдался необычайно холодным даже для зимы. Спутник НАТО, проводивший рутинное сканирование самых отдаленных участков Арктики, неожиданно зафиксировал аномалию. Странный металлический объект, погребенный глубоко под толщей арктического льда. Первоначальный анализ не вызвал особых опасений. Вероятно, очередные обломки советского самолета времен Холодной войны. Такие находки случались и раньше. Однако, когда снимки легли на стол к Уильяму Картеру, известному морскому археологу, специализирующемуся на затонувших кораблях периода Второй мировой войны, он сразу ощутил необъяснимое беспокойство. Силуэт объекта нельзя было спутать ни с чем. Перед ним были контуры подводной лодки. И не простой, а немецкой U-Boot, одной из тех смертоносных субмарин, что наводили ужас на морские конвои союзников. «Это невозможно», — тихо прошептал Картер, разглядывая изображение. «Здесь не должно быть никаких немецких субмарин». Он немедленно связался с военно-морским архивом. Реакция была предсказуемой, полное недоумение. В официальных документах не числилось ни одной немецкой подлодки, пропавшей в этом секторе Арктики. Более того, нацистский флот никогда официально не проводил операций в этом регионе. Через 3 дня после обнаружения аномалии была сформирована международная исследовательская группа. 6 ведущих ученых в области морской археологии, военной истории и биологии, 3 специалистов по безопасности и 2 пилота. Группе был присвоен высокий уровень секретности. Информация о находке не должна была выйти за пределы узкого круга посвященных. Картер возглавил экспедицию. Перед отъездом его вызвали на закрытое совещание с представителями НАТО и русского Северного флота. Это было беспрецедентное сотрудничество, явный признак того, насколько серьезной считалась находка. «Доктор Картер», — обратился к нему седовласый американский адмирал, «если то, что вы обнаружили, действительно немецкая подлодка времен Второй мировой войны, возникает закономерный вопрос, что она делала так далеко от известных театров военных действий?» Русский контр-адмирал, сидевший напротив, медленно кивнул. И что еще важнее, что она могла перевозить, чтобы оправдать столь рискованную экспедицию? Поиск ответов на эти тревожные вопросы и был истинной целью предстоящей опасной экспедиции в арктическую пустыню. Уже через несколько дней грузовой вертолет тяжело приземлился на наспех расчищенную от снега площадку. Пилот дал сигнал, что ждать не будет, погода стремительно ухудшалась. Они высадились всего в 2 километрах от предполагаемого местонахождения субмарины. Казалось бы, небольшое расстояние, но в условиях арктической пурги каждый шаг давался с огромным трудом.
Еще до прибытия на место Хелена Брукс, биолог экспедиции, заметила странность. В пустынном арктическом ландшафте, где жизнь казалась невозможной, их неотступно сопровождали едва различимые силуэты, возникающие то тут, то там среди ледяных просторов. Это были арктические волки, не менее десятка особей, бесшумно скользящих по снежным барханам. Они держались на расстоянии, не приближаясь, но и не отступая. «Уильям, это ненормально!» — прокричала Хелена сквозь вой ветра. «Волки никогда не ведут себя так с людьми. Они должны либо нападать, либо бежать». Картер кивнул, но отмахнулся от этой странности. Сейчас его волновало лишь одно — объект под толщей льда. Спустя 4 часа изнурительного пути они достигли нужных координат. Ветер, словно по команде, внезапно стих. Воцарилась жуткая тишина, нарушаемая лишь их тяжелым дыханием. Волки остановились по периметру, образовав почти идеальный круг. Их желтые глаза неотрывно следили за каждым движением людей. «Будто часовые на посту», — заметил один из специалистов по безопасности, нервно сжимая автомат. Используя портативный радар, команда быстро определила точное местоположение субмарины и приступила к раскопкам. Лед подался неожиданно легко, словно сама Арктика помогала им добраться до своей тайны. Через 8 часов непрерывной работы они обнажили часть корпуса, и все сомнения развеялись. Перед ними была Ю-бут типа Акаэт, одна из самых современных подводных лодок Третьего рейха. Но более всего их поразила сохранность судна. Никаких видимых повреждений корпуса, ни следов коррозии. Лодка выглядела так, будто она затонула не во времена Второй мировой, а всего пару лет назад. Это противоречило всем законам природы. К исходу вторых суток они расчистили главный входной люк. Момент истины настал. Картер, облаченный в защитный костюм, с помощью специалистов медленно открыл тяжелую металлическую дверь. Тугие петли поддались с протяжным скрипом, нарушившим мертвую тишину арктической пустыни. Волки, все это время неподвижно наблюдавшие за происходящим, одновременно подняли морды и издали протяжный вой. Внутри субмарины их встретила жуткая картина. Весь экипаж, около 50 человек, находился на своих постах. Но все они были мертвы. Картер, повидавший немало затонувших кораблей с погибшими экипажами, никогда не видел ничего подобного. Тела моряков не разложились, не подверглись воздействию морской воды или животных. Они выглядели так, словно умерли мгновенно, застыв навечно в последнем движении. Один офицер замер, занося карандаш над журналом. Другой — с чашкой, поднесенной к губам. Третий — протягивая руку к рации. «Господи!» — прошептала Хелена, осматривая ближайшее тело. «Они как музейные экспонаты. Но это невозможно. Никакие известные науке условия не могли так сохранить органическую материю». Картер молча двинулся в сторону капитанской рубки. Он знал, что если они хотят понять, что произошло с этой лодкой, все ответы следует искать именно там. Капитанская каюта оказалась запертой изнутри. Пришлось применить специальное оборудование, чтобы вскрыть дверь, не повредив содержимое помещения. Капитан подлодки, немолодой офицер с изможденным лицом, сидел за столом. Перед ним лежал раскрытый судовой журнал, а рука сжимала пистолет «Люгер». Пуля вошла в висок, он оказался единственным членом экипажа, умершим не от таинственной причины, а от собственной руки. Осторожно извлекая журнал, Картер почувствовал, как холодный пот стекает по спине, несмотря на термокостюм.
Он хорошо знал немецкий язык. В его профессии это было необходимостью. Последние записи, сделанные капитаном, наконец раскрыли кошмарную правду. 28 апреля 1945 года. Мы получили приказ напрямую из Берлина. Операция «Рагнарёк». Кодировка высшего приоритета. Никто, кроме меня, не знает истинной цели нашей миссии. Экипажу сказано, что мы эвакуируем важных ученых и документацию. Груз прибудет ночью. 29 апреля 1945 года. Груз доставлен. 6 контейнеров с биологическими материалами из лаборатории «Один». Профессор Штраус настоял на личном сопровождении. Согласно инструкции, материалы должны быть доставлены на секретную базу в Антарктике. Если союзники победят, это станет нашим последним оружием возмездия. 2 мая 1945 года. Радиосообщение из штаба. Берлин пал. Фюрер мертв. Но приказ остается в силе. Мы — последняя надежда Рейха. 5 мая 1945 года. Профессор Штраус становится все более нервным, запирается в лаборатории часами. Что-то идет не по плану. 7 мая 1945 года. Катастрофа. Штраус сообщил, что один из контейнеров нестабилен. Пытался что-то исправить, но... Боже, что я наделал? Согласившись на эту миссию, я обрек весь экипаж на гибель. Воздействие было мгновенным. Люди просто застыли. Никаких судорог, никакой агонии. Просто навсегда застыли, как восковые фигуры. Я запечатал свою каюту и включил автономную систему вентиляции. Но это лишь отсрочка. Груз слишком опасен, чтобы попасть в чьи-либо руки. Я молюсь, чтобы арктические льды навсегда погребли эту подлодку вместе со всем ее смертоносным содержимым. Прости нас, Господи. Картер медленно закрыл журнал и взглянул на Хелену, стоявшую рядом. В ее глазах отражался ужас понимания. «Нам нужно немедленно эвакуироваться и навсегда запечатать эту лодку», — произнес он твердо. «Здесь находится биологическое оружие нацистов, явно сохранившее свою смертоносность даже спустя 8 десятилетий. Судя по тому, что мы увидели, эта жуткая субстанция способна мгновенно убить миллионы людей на планете, если позволить ей вырваться на свободу». Специалист по безопасности связался с командованием и передал код критической угрозы. В течение часа над местом раскопок появились 3 военных вертолета с командой ученых в защитных костюмах высшей степени защиты. Началась операция по консервации субмарины. Работа продолжалась без перерыва 3 суток. Лодку тщательно обследовали, обнаруженные контейнеры с биологическим материалом были дополнительно загерметизированы и оставлены на месте. Любая попытка их транспортировки могла привести к непредсказуемым последствиям. Весь район был объявлен закрытой зоной с круглосуточным мониторингом из космоса и с помощью автоматических станций наблюдения. В последний день, когда основные работы были наконец завершены, Хелена снова обратила внимание Картера на волков, ни на мгновение не покидавших периметр. «Знаешь, Уильям», — сказала она задумчиво, — «у меня есть теория. Эти волки, они десятилетиями охраняли это место. Они каким-то образом чувствовали опасность под льдом и инстинктивно не позволяли другим животным приближаться сюда. Более того, они, вероятно, отпугивали и случайно забредавших в эти края людей». Картер внимательно посмотрел на ближайшего волка, крупного самца с сидеющей мордой. Животное спокойно встретило его взгляд, в желтых глазах не было ни страха, ни агрессии, лишь какая-то древняя, непостижимая мудрость. «Думаешь, это возможно?» — спросил он тихо. В природе существует множество примеров, когда животные чувствуют опасность задолго до людей. Землетрясения, цунами, извержения вулканов.
Почему бы им не чувствовать и биологическую угрозу? Хелена пожала плечами. Эти волки могли передавать это знание из поколения в поколение, держаться от опасного места на расстоянии, но не позволять приближаться сюда ничему живому. Когда погрузка оборудования была завершена и вся команда готовилась к отлету, Картер на мгновение задержался на краю лагеря. Стая волков медленно расходилась, занимая привычные позиции вокруг места, где под слоем заново намороженного льда теперь была надежно скрыта смертоносная субмарина Третьего Рейха. «Спасибо вам», — тихо произнес Картер, не обращаясь ни к кому конкретно, просто глядя в бескрайнюю ледяную пустыню. В ответ седой вожак стаи повернул голову и, казалось, чуть склонил ее, словно принимая благодарность. Затем он издал негромкий вой, подхваченный остальными членами стаи. Звук, древний как сама земля, эхом разнесся над безмолвными льдами, напоминая о том, что иногда самыми надежными стражами человечества оказываются не люди, а существа, которых мы наивно считаем примитивными и неразумными. Картер еще долго слышал этот протяжный волчий вой, даже когда вертолет поднялся высоко над Белой пустыней, унося исследователей прочь от одной из самых страшных тайн прошлого века, которая лишь благодаря удивительному стечению обстоятельств и молчаливой волчьей страже так и не стала жутким кошмаром 21 века.